Как вы считаете, правильно ли оценивать человека за его внешний вид? Является ли оболочка показателем порядочности человека? Я слышал много историй о том, как родители отказываются от своих детей в роддоме. Для меня в принципе дико, когда человек бросает на произвол судьбы своего ребенка свою кровинку. Но вот отказаться по такой причине – это уже слишком. Я не могу представить, что можно отказаться от частицы себя. Перед тем, как вообще заводить ребенка, нужно думать, а сможешь ли ты его достойно воспитать? Хватает ли у тебя нравственных качеств? Я даже не говорю о финансовой составляющей. Но бывают случаи, что так получилось, когда совсем не планировали. Надо все равно попытаться дать ребенку все, что нужно, и уж тем более не бросать в детдоме. Работай по ночам, разгружай вагоны, но не бросай свою плоть и кровь. Попытайся воспитать достойного члена общества. Но не все люди достаточно нравственны, и не всегда истории заканчиваются хэппи-эндом. Но сейчас речь пойдет про тот случай, когда отказались из-за внешности. Джона родился с очень редким заболеванием под названием синдром Тичера-Коллинза. Родители отказались от него через день после его рождения. Во время этого синдрома происходит следующее: в структуре лица отсутствуют некоторые хрящи, кости или просто развиваются неправильно, в результате чего лицо развивается нестандартным образом. Рос он в приюте, пока его не усыновила семья, которая увидела в ребенке то, что заставило их взять к себе его и воспитать. Еще с детсадовского возраста ему было трудно адаптироваться среди других ребят из-за того, что он был не похож на своих окружающих. Из-за специфической формы лица с ним отказывались разговаривать другие дети, играли только воспитатели. Когда он был в школе, он покупал очень много сладкого, чтобы дети с ним играли. Он говорил следующее: «Я делал все, что было в моих силах, чтобы обрести друзей. Тратил много денег на покупку сладостей другим сверстникам, чтобы хоть кто-то дружил со мной. Но, увы, никто не хотел со мной иметь дело. Спустя многие годы ему попадается девушка небывалой красоты, как утверждает сам Джона, которая приняла его таким, каким он есть, но для нее он не был неприятен. Вскоре он женится на ней, и у них рождается дочка». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.